Эмма никогда не думала, что ее дорога приведет к мертвым. В детстве она боялась даже темноты, но именно в подвале городского морга началась новая глава ее жизни. Ей было 27, за плечами тяжелое прошлое. Когда Эмме исполнилось 7, ее отец, Дэвид, погиб в лесу. После этого в доме словно погас свет. Мать, Сюзан, сломалась под тяжестью горя и вскоре оказалась прикованной к постели. Эмма стала для нее и сиделкой, и кормильцем. Ее дни текли одинаково: забота о матери, работа уборщицей, редкий сон. Жизнь будто и не существовала, лишь выживание. Каждое утро начиналось с тихого взгляда на мать, с осторожных шагов по дому, чтобы не потревожить ее сон. Когда школу, где она подрабатывала, закрыли, пришлось искать новую работу. Так она оказалась в больнице, где требовалась санитарка в морг. Первые дни были особенно трудными. Холодные стены, запах формалина, звуки капающей воды по ночам – все это заставляло сердце биться чаще. Главный врач, Ричард, встречал ее суровым взглядом, давая понять, что слабых здесь не держат. Но рядом был другой человек, старый хирург Генри. Его спокойствие, медленные и уверенные движения, умение видеть за смертью возможность понимания и освобождения – все это постепенно помогало Эмме осваивать новую среду. 2 года она училась терпению, наблюдала за телами и судьбами людей, которые уходили, и начинала видеть, что смерть может быть не только концом, но и частью жизни. Она становилась сильнее, выдержаннее, уверенность росла с каждым днем. Но однажды в морг доставили молодого мужчину в изношенной одежде. Он был тихим, почти безжизненным, и его приняли за мертвого. Когда Эмма случайно коснулась его руки, почувствовала удивительное тепло и слабый пульс. С помощью Генри мужчину срочно перевели в реанимацию, и он выжил. Так началась история, которая изменила ее жизнь. Спасенного звали Джонатан. Он оказался успешным предпринимателем, ставшим жертвой предательства. Его попытались устранить конкуренты, а в заговор был замешан сам Ричард. Но правда вскрылась, виновные получили наказание, и Джонатан оказался жив не случайно. Он не забыл, кто подарил ему второй шанс. Джонатан помогал Эмме, заботился о ее матери, обеспечивал стабильность, о которой она мечтала, но никогда не имела. Постепенно доверие переросло в близость, затем в любовь. С Джонатаном рядом Эмма впервые поверила, что она достойна счастья. Впервые за долгие годы она почувствовала, что может мечтать и строить будущее. С новым светом в душе она решилась на большее, поступила в медицинский университет, чтобы спасать жизни так, как когда-то спасла Джонатана. Морг, холодный и мрачный, стал местом ее отправной точки, но теперь дорога шла к свету, к будущему, полному надежды и возможностей. В ее сердце больше не было страха перед темнотой. Она нашла свое место, свое призвание и любовь, которые сделали ее жизнь настоящей. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.